На пути в центр города Алексис говорит, что это что-то типа местного Беверли-Хиллз. Он говорит, что сломанный крест нашел вот здесь сзади. С другой стороны у нас ярмарка, с третьей стороны и с четвертой стороны у нас ярмарка. То есть со всех сторон ярмарка. Алексис мне перевел, он сказал, что это суп из пива, пивной суп. Вот так вот выглядит сам суп. Чтобы показать Вильнюс, надо вначале до него добраться. Я нашел в интернете, что есть автобус, который идет ровно до трассы Вильнюс-Каунас. Поэтому я надеюсь, что доеду сейчас до трассы, откуда смогу уже добраться до Вильнюса. Но я надеюсь, что я доберусь довольно быстро, потому что городов нет. А еще хочу сказать большое спасибо Оле и Насте за то, что они приютили меня у себя на пару дней, пока я жил в Каунасе. Вот мы сейчас примерно здесь. Трасса вот она сверху идет. И 17-й автобус доезжает как раз таки до сюда. Поэтому это просто идеальное место, потому что я сразу выйду на трассу. Я только хотел заснять видос, что трасса уже впереди. Вы едете в сторону Вильнюса? Вильнюс едете? Да, но я еду только для румчички. Можно с вами? Ну хорошо. Да? Спасибо большое. Давай. За ребенка здесь специально. А я не успел даже до трассы добраться, только... Я просто без денег путешествовал, только автостопом и... Да. Ага. Так что получается, я даже не успел видео заснять, что я почти добрался до трассы, и первая машина сразу же остановилась, то есть это так же быстро, как в Казахстане. Я только хотел заснять видео, что, учитывая мой опыт, я знаю, что даже когда подходишь на трассу и нет больше никаких поворотов, можно начинать стопить, потому что машина еще едет очень медленно, и у них есть возможность подумать. И так же, как сейчас, вот машины, если проезжают мимо, я могу начинать стопить, но в этот раз я уже начал видео снимать, поэтому я это делать не буду. Но первый водитель меня провез буквально пару километров, что лучше, чем ничего. Но я продолжу свой путь. Я нашел тихое место, где никто не будет мешать мне записывать видео, потому что вчера я добрался до Вильнюса. Это заняло где-то 4 машины и 2 транспорта. Я не представляю, как я буду добираться до Варшавы, потому что расстояние в 5 раз больше. А сейчас мы с моим другом Алексис. Ну вот, я вам представлю Алексис. Это человек, который приютил меня у себя в Вильнюсе. Мы остались, в смысле я остался у него на ночь. А сейчас Алексис мне предложил пройтись, прогуляться по парку. А это и парк, и кладбище. Это место, где были захоронены. Вот там ниже мы были, но там темно, и я не смог заснять. Это место, где были похоронены люди, которые отстаивали независимость Литвы в 91 году. А вот сейчас мы поднимаемся вверх на холм, потому что мне обещали показать очень классную панораму на город. И нам остается буквально вот считанные метры, и отсюда открывается классный вид. Потому что мы на верхушке холма, и здесь классный вид открывается. Он говорит, что сломанный крест нашел вот здесь сзади. Если честно, я тоже не знаю, насколько это прилично вообще здесь снимать и даже громко разговаривать из-за уважения к умершим, погибшим. В любом случае, мы сильно долго здесь не будем задерживаться, потому что впереди нас ждет ярмарка. Она происходит раз в году, и мне повезло приехать как раз-таки в выходной день, когда будет больше всего народа. Мы поэтому отправляемся в центр Вильнюса на ярмарку. На пути в центр города Алексис говорит, что это что-то типа местного Беверли-Хиллз. У меня есть две новости. Во-первых, мы зашли в тупик. За мной, кстати, классное, красивое здание. Но спереди, перед нами, просто огромная темная туча. И начинается какой-то бешеный снегопад. Я надеюсь, что нас не заметет снегом. И мы сможем все-таки удачно добраться до центра. Алексис говорит, что дом выглядит заброшенным, поэтому можем здесь пройти. Мы добрались до ярмарки. Сейчас народу очень много, поэтому посмотрим, что здесь интересного есть.
Мы сейчас проходим мимо ряда, который продает в основном еду. Это сладости, рыба, мясо. Есть ряды, которые продают и одежду, и что-то сделанное руками. Еще можно продегустировать. В многих местах есть дегустация. Допустим, здесь хлеб можно попробовать. Это вся огромная очередь к одному только киоску. Алекса сказал, что он не знает, почему такая большая очередь именно к этому месту, потому что, скорее всего, это даже просто стадное чувство. Если люди стоят, значит, это хороший продукт, но не факт, что это так. Сейчас мы находимся в самом центре Вильнюса. С одной стороны у нас опера, с другой стороны у нас ярмарка, с третьей стороны и с четвертой стороны у нас ярмарка. То есть со всех сторон ярмарка. Мы до этого прошли ряд, который продавал еду. Сейчас мы дошли до места, которое продает вещи, сделанные вручную. Либо сувениры и всякие разные прибамбасы, потому что народу очень много, люди пришли сюда тратить свои деньги. И явно сегодня удачный день для этого. К счастью, у меня нет дилеммы, нужно ли мне что-то или нет, потому что у меня нет ни денег, ни места в рюкзаке. Поэтому мы просто смотрим, что здесь продают, и идем дальше. А это шляпки для сауны. И что это? Гриль. Это уже традиционные мотивы, ну, в принципе, похожие на латвийские в том числе. Это скворечники, домики для птичек. Просто часто такое бывает, что ты гуляешь по ярмарке и вдруг тебе нужен скворечник. Ну, с кем такого не бывало? Алекса шутит, говорит, что если тебя не впускает твой хост, то можно выломать дверь топором, поэтому стоит задуматься. Даже град не сможет испортить такой прекрасный день. На самом деле град довольно крупный, но я боялся, что будет вообще шторм какой-то, потому что буквально полчаса назад вы сами видели, какой был снег. А это мои конкуренты, музыканты уличные, которые тоже зарабатывают, так как я зарабатывал в своем путешествии до Австралии. И все, что я заработал на этом вот, это 3 евро, даже 2,5 евро. Вообще не идет сегодня. Зато у меня есть мотивация сейчас думать над тем, как мне зарабатывать в будущем, потому что рано или поздно мне придется это сделать, потому что виза в Афганистан стоит больше, чем 200 евро, а там еще и Иран. То есть это 2 визы, которые минимум 300 евро, то есть как-то надо подумать, как заработать 300 евро. Мы шутим, что здесь есть все для сауны. Можно купить пиво, сыр, закуски, можно купить термометр для сауны, и дальше, скорее всего, можно будет купить саму сауну. Алексис хочет купить себе сережки, а здесь ручной работы брошки, вот такие классные. А здесь сережки, 9 евро за одну штуку. Ну, классный дизайн. Алексис мне перевел, он сказал, что это суп из пива, пивной суп. И вот так вот выглядит сам суп. Если честно, запах немножко специфический, и я не знаю, каково на вкус теплое пиво. По-моему, оно должно быть холодным. Это улитки, а вот это икра из улиток. Мы гуляем уже где-то, наверное, час.
и мы пошли в одном направлении, и ряды просто не заканчиваются, они какие-то бесконечные. А если мы вернемся и пойдем в другую сторону, я думаю, идет еще как минимум час, так что здесь можно провести как минимум целый день. Ярмарка проходит всего лишь 3 дня, но раз в год, то есть мне очень повезло в этот раз, что я попал на ярмарку и смогу посмотреть очень много местных продуктов, еды и всяких разных интересных штучек. Как всегда, только я сказал, что на бесконечные ряды, и они закончились, поэтому мы сейчас пройдем через старый город и выйдем с другой стороны старого города и продолжим, получается, с другой стороны смотреть ярмарку. А вот так примерно выглядит старый город, тоже маленькие узкие улочки, очень много строений. И, кстати, Вильнюс — это очень старый город, Вильнюсу примерно 700 лет, то есть это очень старый город. А это улица Литерату, на которой находится выставка под открытым небом. Вот за мной находятся экспонаты искусства. Практически на любой улице старого города сегодня ярмарка. Почти на любой улице. Вот мы буквально прошли здесь метров 200, и мы снова вышли на улицу с ярмаркой. Выглядит, как будто бы вдалеке начинается какой-то шторм. Я надеюсь, что погода все-таки наладится. Сейчас мы проходим через старый город Вильнюса, и Алексас говорит, что это место довольно популярное среди, так скажем, более старшего поколения, от 35 лет, потому что здесь очень много ресторанов, кафе, но цены довольно высокие даже для местных, поэтому если здесь хочешь провести время, то надо иметь денежку в кармане. С того момента, как начался шторм, прошло где-то, наверное, полчаса, и обратите внимание на это чистое небо, просто голубое. А что касается архитектуры, то она в основном в классическом стиле, и практически каждый следующий дом отличается от предыдущего. Вильнюс — старый город, и, как положено в старом городе, очень много красивых домов, поэтому можно просто ходить по улицам и получать удовольствие от видов. И тут мы заметили вот такую штуку, и я не знаю, что это такое вообще. И вот снова ярмарка, но мы, наверное, уже пойдем домой отдыхать, потому что мы нагулялись. И, в принципе, нам больше уже ничего не нужно, поэтому мы пройдем только потому, что нам нужно идти в сторону автобуса. Я сейчас заметил вот эту оперу, точнее, я назвал это оперой, это кафедральный собор. И если мы пройдем прямо до конца, и мы сделаем ровно круг вокруг старого города. Но весь путь, который мы прошли только что вместе с вами, также можно пройти в обратную сторону, то, что у меня за спиной, и пройти еще столько же. Но на это у нас просто нет ни сил, ни времени. Алекса сказал, что вот это количество людей, это нормальное количество людей на улицах. И, честно, я немножко удивлен, потому что Вильнюс чуть меньше, чем город, допустим, Рига, но здесь довольно много народа. Но речь, конечно же, идет про магазины, а не про улицы, потому что на улицах такое можно увидеть только во время празднования каких-то праздников или каких-то мероприятий, которые происходят не так часто. Ну вот мы снова на центральной площади Вильнюса, а это значит, что наша экскурсия по Вильнюсу на сегодня окончена. И я хочу сказать моему гиду Алексас большое спасибо за то, что был моим гидом. Thank you very much for being my guide. You're welcome. My pleasure. Это все ради вас.